что, друзья, наступил уже практически вечер, 5 часов, скоро уже 6 часов, солнышко потихонечку садится, и мы наконец-то с вами можем прокатиться по Луганску. Наконец-то я здесь на велосипеде. Видите, советскую уже заканчивают. Уже, кстати, начали, видите, асфальт ложить на саму улицу. Я этого еще не видел. Ну, меня здесь месяц не было. Эти тротуары тоже сделали. Поедем с вами, покатаемся сегодня. Так, красный свет, а то заговорю сейчас. В общем, хочу сейчас прокатиться здесь сейчас по Советской. Потом съездить в Тамброд на улицу Артема, друзья. Потом в парк Горького заехать и посмотрим, как солнце будет садиться. Если успеем, еще хочу на Луганское море сгонять, посмотреть. Сейчас, конечно, друзья, приехал домой, посмотрел то, что записывал по дороге. Да, микрофон, короче говоря, это просто какой-то писец. Я не знаю, ну адаптер, видимо, выеживается на этой камере. Поэтому, короче, DJI Action 2 заказал я в ДНС. 8 числа приедет. Вот, она сейчас 20 тысяч там всего стоит. По уровню записи она не хуже девятки, даже чуть помощнее. Есть там небольшие проблемы с перегревом. Но я думаю, что мы не будем ее сильно нагружать, потому что нам, в принципе, 2,7 и 50 кадров хватит. Будем видео на велосипеде писать на нее. Только надо будет разобраться с адаптером переходников. У меня какие-то есть, я не знаю, подойдут они или нет. Так, ладно, друзья, проезжаем библиотеку имени Горького. Здесь пока еще асфальта, видите, местами. Ну, здесь, кстати, и старый еще хороший асфальт. Ну, не знаю, будут они его менять или нет. Здесь сверху тоже плитку положили. Здесь уже, видите, светофоры работают. Вон, машина поливаечная едет, поливает. И здесь уже проехала, видите, промыла. Сейчас едешь, хорошо, свежо. Стараюсь говорить погромче, потому что не знаю, пишет он на мой беспроводной микрофон или пишет на микрофон камеры. Камера-то на руле закреплена. В общем, конечно, что-то произошло, не знаю, с этим адаптером. Че, GoPro козлы, короче. За такие деньги не сделать нормально. Так, друзья, Донбасс. Здесь асфальт перестелили. Не буду вам рассказывать о своих проблемах, а то мне некоторые потом пишут, что ты там за свою камеру и микрофоны рассказываешь, нам это не интересно. Так, друзья, Донбасс проезжаем. Поэтому, друзья, если в видео сейчас где-то появляется мелодия, то понимаете, что просто плохо записался звук и приходится выходить из положения. Ну, с новой камерой посмотрим. Ой, друзья, светофоров наставили. Какой же писец. Слушайте, по Советской теперь очумеешь ездить. Каждые 150-200 метров идет светофор. О, зато гляньте, какие здесь шикарные тротуары. Слева и справа. Озончики новые, гляньте, столбы новые. О, красота какая. А старые столбы я не вижу, видимо, старые демонтировали. Надо будет по центру обратить внимание, убрали там столбы или нет. Обещали дождик сегодня, но вроде дождика нету. Но он, может, местами где-то прошел. Но светофоры теперь, друзья, очень часто. Так, друзья, ну мы подъезжаем к городку завода УР. Тоже перекрестки все поделали.
Да, Луганск не видел таких, друзья, конечно, строек с времен Советского Союза. Но надеюсь, это не закончится только центром, а потихоньку будут все ремонтировать, потому что здесь, вы же знаете, на окраинах дороги просто от слова нет совсем. Даже здесь от центра отъедь чуть в частный сектор. О, гляньте, какая здесь теперь пешеходная зона большая. О, красота какая. Так, на желтый сейчас проедем. Будем сейчас стоять, ждать его. Гляньте, купола храма виднеется. Красивые, красивые. Так, нам надо, друзья, вниз. Едем сейчас к Машколледжу. Кстати, здесь вот, ну только сверху, видите, кусочек сделали. Дальше пошел старый асфальт. Когда-то давно-давно, друзья, здесь трамвай ходил, но, видимо, трамвай уже ходить по Луганску не будет. Если и будет что-то ходить, то, наверное, какие-нибудь электробусы только. Ну, или на аккумуляторах, или я не знаю. Скорее всего, что-то такое. А вот здесь, кстати, проезжаем дом, друзья. Здесь я покупал свой велосипед. Там был веломагазин и веломастерская. Ну, сейчас, видите, ничего там нету. А вот мы выезжаем в кафе «Каспий», в котором мы, друзья, не так давно с вами праздновали день рождения дяди Андрея. Частично видео вы видели. Кто вот не знает, где она находится, вот получается, вот сейчас мы едем, да, сверху, и вот тут вот сейчас он по правой стороне, вот на этом перекрестке снизу будет. Сейчас выйду, покажу, остановлюсь специально. Вот Монятовского ортопедический завод. Ну, видите, облачка небольшие, поэтому солнце не так сильно греет. Здесь, видите, светофоры еще пока старые. Вот желтый. Едем, друзья. Вот, друзья, здесь сразу за углом находится Каспий. Сегодня воскресенье, так что, видите, народ празднует. Улица Фрунзе 122. Так что, друзья, кто желает, приглашаю вас. Хорошая кафешка. Ну а кто не смотрел, посмотрите. Видео называется, по-моему, «Луганские дожди» и отчет от празднования или дня рождения, или праздника, что-то такое. И какое-то здесь движение есть. Ну, та сторона за мной сзади, она, конечно, почти мертвая. Там было раньше много производств, сейчас там ничего практически нету. Но дорога ведет на Малую Вергунку. Проезжаем Машколледж. Так, друзья, тут меня часто поправляют. Здесь был кинотеатр «Октябрь», а вот там вот было ресторан или кафе. А это, друзья, вторая больница по левую сторону. Ну тут и больница, и поликлиника.
качки есть. Но мы сейчас с вами на мост заедем, посмотрим. Вот видите, какая здесь дорога, друзья. Вот это все надо делать. Рельсы, наверное, убирать надо, раз она уже не будет ходить здесь. Жалко, конечно, трамвайчики. Но, видимо, уже процесс необратимый. Армения, кафешка неплохая здесь. Тоже шашлык вкусный. А я сегодня особо готовить не стал. Пошел в Спар, купил там почти все готовое. Так, сейчас заеду на бордюрчик. Он вдалеке. Не знаю, то ли просто кто-то стоит, то ли рыбачок. Сейчас сниму камеру. Друзья, ну, воды много и течение сильное. Кстати, вода мутная. Видимо, где-то в верховьях дожди идут. Так, друзья, продолжаем наше путешествие. Едем сейчас по низу. Так, вот думаю, ехать мимо сада 1 мая или ехать мимо 7-й больницы. Да ладно, давайте, наверное, уже до сада 1 мая поедем. Что-то тут вон вода бежит. Трубы лежат, что-то менять, наверное, будут здесь. До Калинина проезжаем. Так, вот он, до Калинина, друзья. И Ленин такой молодой стоит. Фасад отремонтировали. Ну и здесь и сейчас проводят различные и мероприятия, и артисты приезжают сюда. А вот тыловая часть, конечно, нуждается в ремонте. Вот КПРФ бы приехали бы в Луганск и отремонтировали бы, да, друзья мои? Правильно говорю я? До Калинина. А то только языком молоть. О, кстати, гляньте, здесь ремонт намечается. Поздирали асфальт. А здесь вот видите потоп. Вот это же здесь и трубы меняют. Ну, вроде не канализация, не вонючая. Видимо, питьевая вода бежит. Видите, какая дорога здесь убитая. Так, друзья, вечный
Красный огонь проезжаем. Танки проезжаем. Так, сейчас остановочку здесь сделаем. Универмаг старый. Видите, краеведческий музей, танки. Ну и фонтан. Фонтан тоже надо ремонтировать. Почему-то пока фонтан не работает. Так, там что-то дальше, по-моему, улица перекрыта. Так, желтый. Едем вниз. Сейчас будем на улицу Ленина спускаться. Друзья, проходная завода имени Ленина. Все, что осталось от завода. Велосипед, друзья, после апгрейда пока вроде ведет себя тут нормально. Аккумулятор вот один зарядил. Да, друзья, получается, ну, старый я полностью разрядил, но он там неравномерно разрядился. А новый разрядил я на 20 ампер часов. Ну, его, наверное, реально емкость где-то 26-28. А я на 20 посадил. Ну, то есть я, получается, прокатал где-то чуть меньше 40 ампер часов на такую вот дистанцию, друзья. Так, друзья, вдалеке филармония, парк. Справа вторая школа остается. Даль сидит. Да, здесь кирпич, надо было туда ехать, все равно объезжать. Здесь, кстати, я не знаю, какой-то заброшенный дом. Давно он здесь такой стоит. Что за дом, непонятно. Ну, здесь тоже ремонт идет. Повсюду по чуть-чуть идет ремонт. Где-то больше, где-то меньше. Так что прогресс налицо, друзья. Едем с вами по улице Даля. Гостиница «Октябрь», ЛВД, вдалеке ЖД вокзал, ДК железнодорожников. Сейчас, наверное, людей тоже в саду Первомая много. Переход через железнодорожную полотно. Ну, сейчас тут поезда вроде ходят. Давайте на краешек здесь заглянем. Ну да,
друзья, народ вроде есть. Так, но нам надо не сюда. Нам нужно ехать на площадь Ленина, на улицу Артема. Оттуда уже поедем, друзья, мы в парк Горького. Да, конечно, друзья, много здесь, видите, в таком полузаброшенном состоянии. Конечно, этот парк, я считаю, нужно в приоритете тоже ремонтировать. Так, вернулись мы назад на центральную улицу. Карла Либкнехта, по-моему, эта улица. Да. Ну, здесь маршрутки по этой улице ходят. Вот, друзья, поворот на 7-ю больницу. Здесь дорога не очень-то хорошая. Уже, по-моему, ликероводочный завод, да, идет? Да, ликероводочный завод по левую сторону идет. Хозяина, директора не стало не так давно, но дело его живет. Они, кстати, кроме водки сейчас и пиво делают, и другую всякую вкусную штуку. Стадион. Ну, что-то на стадионе никто не играет. Пусто. Может, жарко или ветер. Так, друзья, мост через реку Лугань. Ну, тоже воды здесь много. Течение сильное, вода грязная. О, минутка поехала. Ну вот уже пошел такой прям полноценный настоящий комброд. Сейчас направо проедем. Потом вернемся в парк Горького. Кинотеатр Родина. Не знаю, кинотеатр вообще. Ну вот, друзья, асфальт. Здесь уже лежит сколько? 2 года. Сейчас посмотрим, как положили. Разметку как-то сделали частями. Здесь вот сделали, а там где. И меня интересует в другом направлении, сделали до парка Горького или нет.
Потому что там была хреновая дорога. Ну, понятно, что основная дорога здесь, но все-таки. Ну да, большая, широкая теперь дорога, конечно. Ну так, вроде ничего, вроде асфальт держится. Так, вот здесь по левой стороне школа. Ну а мы уже практически доехали до площади Ленина. Кстати, на площади Ленина тоже бы площадь бы отремонтировали. И парк там неплохой, и фонтан там был. Вот сколько здесь работает для КПРФ, а? Вот не знают люди, на чем попиариться. Вот, пожалуйста, приезжайте, пиаритесь. Ленин, партия Комсомол. Так, друзья, ну вот и площадь Ленина. Вот больница детская, 4-я. Ну тут, по-моему, и взрослая. Хотя нет, их вроде должны были. Коронавирус, я не знаю. Закончился, не закончился. Вернули их назад. 4-ю или нет. Вот видите, вот эта вот площадь идет. Тут на ней, так она дальше вот идет. На ней тут получается несколько школ находится. И там дальше в конце парк. Ну видите, тут и дорога убитенькая. И сам парк, конечно, этот весь убитый. Так, ладно, друзья, дальше не поедем. Вы видите, какая дорога ужасная. Так, в принципе, я думаю, жители Камброда были бы рады, если бы ее здесь отремонтировали, сделали бы здесь парк нормальный с фонтаном. Так, ну а дальше там идет Камброд и наверх заезд, и туда мы не поедем. Мы разворачиваемся, о, ветер теперь у нас встречный, и едем с вами в сторону парка Горького. Асфальт хороший, вроде положили нормально. Ну, посмотрим. 2 года, конечно, это не срок. Так, друзья, вернулись мы назад на перекресток. Справа Родина. Парикмахерская, лисенок. Походу ничего там нет. Вот, собственно, интересно, что у нас дальше, здесь отремонтировали дорогу или нет. Велосипедист тоже. Правда, безмоторный. Я вот единственное, знаете, что поехал, воды не взял. Надо будет где-то воды купить. Потому что сегодня уже жарко. Храм проезжаем. Так, а ну сейчас чуть-чуть отъеду. Ну, видите, дом разрушенный. Ой, какой же он красивый, красивый. Вот это красота. Просто обалдеть. Я внутри там, правда, был давно-давно. Еще до вот этих всех ремонтов.
Ходили мы как-то с друзьями на него, в него на Пасху. Или на крещение, вот не помню. Не, наверное, на Пасху, потому что тепло было. Более-менее. Ну что, дорогие мои, вроде здесь тоже дорогу сделали. Гляньте, какая большая и широкая, но разметки нет никакой. И освещение, я думаю, что тоже такое же печальное. Освещение надо делать. Друзья, вот мы выехали на перекресток. Сейчас посмотрим, что вот с дорогой дальше. Опять красный свет, стоим, ждем. Вроде там сделали, по крайней мере, я вижу там разметку. Очень интересно, конечно. Там разметка есть, тут разметки нету. Как они ремонтировали. И по вот этой, кстати, я смотрю, улице тоже дорога хорошая. Но мы, если в Счастье поедем, то здесь, наверное, где-то поедем, посмотрим, какая здесь дорога. Нарушают. Ой, какая хорошая дорога. Ну просто, друзья, вот эту уже дорогу, походу, делали россияне. И они ее уже сделали, видите, как положено, с разметкой и всей херней. Вот. И даже, кстати, фонари новые повесили. Я смотрю, светодиодные фонари, столбы старые, но фонари светодиодные сверху. А ту дорогу, еще ту часть дороги делали наши. Поэтому сделали, короче, насколько денег хватило. Ну, а здесь прям хорошая дорога. Приятно. И с разметкой все-таки как-то чувствуешь себя поувереннее. Двойная сплошная, разворачиваться нельзя. А вот здесь вот можно. Здесь вот где-то старая часть. Или мы уже проехали заброшенную.
А, не, вот, наверное, вот по правую сторону. Я тут когда-то давно ездил по просьбе трудящихся еще. Ну, кстати, интересно, здесь вот асфальт довольно-таки грубый. Вот. Такое впечатление, что первый слой положили, но уже сделали разметку. Так что как-то непонятно. Да, здесь покататься сейчас классно. Она потому что прямая, здесь горок нету. И движение здесь не очень интенсивное. Интересно, докуда ее до парка сделали? Она ж вообще дальше туда, аж до Александровки эта дорога идет, она как объездная была вокруг города. Но там дорога дальше ужасная. Ой, гляньте, сколько машин, я не понял, что тут сегодня в парке-то. Праздник какой-то, что-то я не пойму. Вот это я приехал. Вот кто там говорит, хейтеры, что у нас тут людей нету, мало народа, еще что-то. Вот смотрите, сколько народу. Я не знаю, куда они все приехали, друзья. Машину поставить негде. Я здесь такого еще никогда не видел. Я надеюсь, камера снимает. Ого, сколько людей. Так, где-то тут заезд есть, но тут так запарковались, что красавец, конечно. Так запарковался, что коляскам въезд закрыл. Козел. Сразу, друзья, цветочный аромат. Запах классный. Гляньте, сколько людей. Ёшкин крот. Людей очень много. Я такого количества здесь людей еще не видел. Так, где-то здесь был спуск. Ладно, поехали по боковой. Не, ну здесь как бы раньше бывали люди, но не в таком количестве. Как будто куда-то в Ростов я приехал. Девочки, дайте проехать. Как будто где-то в Ростове. Ну, в принципе, логично, потому что этот парк все самый большой, самый лучший. На том спортивном. На полосе препятствий тоже много людей. Друзья, кстати, сегодня, собственно говоря, у нас воскресенье, а не суббота. А людей, гляньте, как много. Сейчас я развернусь, так, велосипед покажу вам. Вот здесь вот полоса препятствий, но вы поняли, вот это где надо лазить, прыгать, там на маятниках кататься. Гляньте, сколько людей. Сейчас к Луганке проедем. Здесь вот тоже есть такое место просто для кемпинга. Широкое, посмотрим, есть там люди. Да иди че. Ну вот здесь раньше когда-то шашлыки жарили, тоже пиво пили. Внизу здесь. Ну, практически никого нет. Ух ты, гляньте. Видите, что значит воды много позаливало здесь. Ну да, Луганка широкая. Воды много, друзья. Ну, сегодня, кстати, как-то душновато. Вроде сейчас вот в лесок приехал, а прохлады такой не чувствуется. Это следят за детьми, как лазят.
тоже на электросамокатах катаются. У нас еще пока нету такого большого количества проката электросамокатов. Уже в Каменске появились. Вот смотрите, сколько людей. Красота. Кстати, обычно музыка играла, а сейчас что-то как-то тихо. Да, друзья, чем классен электровелосипед, вот сколько тут прошло. Полчаса мы с вами катаемся, может, плюс-минус. А уже сколько я всего объехал. И показал вам. О, в бадминтон играют, красавцы. Дальше у нас, друзья, переход на ту сторону, там 8-ка. Ну, наверное, сейчас там шашлыки, все такое. Там две была базы, одна в последнее время не работала. 8-ка вроде работала. О, здесь вот ближе к речке, в тенечке уже прохладненько. Ручеек, кстати, что-то не бежит. Тут раньше насос качал. О, а здесь обычно концерты устраивают. Здесь какие-то даже конкурсы. Интересно. Вам что у вас есть, пиво или пена? Или пена с пивой? В общем, друзья, так вот классно вообще. Аж приятно. Стой, я не играю! Смотрите, сколько на самокатах. Ну, здесь, кстати, классно, что асфальта не плитка и ровненький. Здесь покататься можно хорошо. Много деток. Ну что, друзья, будем двигаться на выезд тогда из парка. Сейчас будем переходить на ту сторону и двигаться на юг. Так, друзья, перебрались через мост. Едем сейчас на Чапаево, Гаевое. Ну а там на Герстале. И финал нашего путешествия — это Луганское море. Ну, воды должно быть сейчас там много. Проезжаем недалеко от старого ЖД вокзала. Кстати, вон паровозик где-то вдалеке идет. А здесь у нас, друзья, недалеко Луганка соединяется с Ольховкой. Ну, Ольховка впадает в Луганку.
Луганка считается основной рекой, большой, она более длинная. Когда-то я здесь рыбку ловил. Кстати, вот по этой улице меня здесь за школу спрашивали. Ну, я когда-то снимал, но я что-то, я не знаю, пропустил этот момент. Поэтому сейчас заеду, покажу. Не знаю, это Ленёва улица считается или нет. Сейчас посмотрим. Да, улица Ленёва. Друзья, ну вот сама школа на той стороне. Видите, за деревьями плохо видно, но давайте сейчас машину пропустим, на ту сторону заедем. Вот она, вот такая вот школа. Школа, средняя школа образовательная номер 11. Хотя я помню, что я здесь проезжал, прям снимал. Ну, не знаю, то ли я не помню в каком видео, то ли я это видео не доделал. Это может одно перед СВО с последних, тогда настроения не было это все дело делать. Вот, друзья, вот такая вот школа. Так, ладно, будем ехать дальше. Солнышко садится, время идет. Все время в Луганске проведу. Что-то поперхнулся, прошу прощения. С максимальной пользой для вас. Сниму как можно больше видео. Ну, здесь асфальт неплохой, но его давно здесь сделали. Есть, конечно, кое-какие ямки. Давайте сейчас, наверное, выйдем на Советскую, потому что там был большой ремонт. По идее, уже должны были доделать. Сейчас поедем посмотрим. Больница тоже, по-моему, я не знаю как. 12. Поликлиника. Здесь слева рыночек. Ну, что-то здесь, видите, заграждение до сих пор стоит. Видимо, еще не весь ремонт доделан. Светофоры не работают. Да, здесь стройка, видите, что идет. Интересно, те, которые ремонтировали центр у нас, куда они переместились? Сюда? Да, здесь вот бордюры меняют. Какая кочка. Асфальт пока еще не меняют. Ну да, друзья, здесь еще все перекрыто. Тоже дорожки еще не положили. То есть здесь еще ремонт идет. В отличие от центра, от городка завода ВР, здесь еще, видите, стройка идет. Подземный переход здесь убрали. Хотя что-то роют, может здесь что-то другое сделать, я не знаю. Гляньте, тут что-то вообще... Народ смеется, метро будут делать. Что-то тут разрыли прямо капитально. Может, все-таки сделают подземный переход, но он другой будет. Внешний, я не знаю, или на стенке сделать. Ну, что-то здесь перекопали так жестко. О, тут тоже стройка идет. Сейчас остановлю.
Гляньте, друзья, здесь тоже все. Ой, перекопали. Бордюры новые. Тут прямо... Короче, у нас это закончилось дело в центре. А здесь это только дело, походу, только начинается. Нога его. Здесь, видите, ремонтируют. Но это уже, друзья, не улица Советская, это уже улица Ленивая. А по правую сторону это у нас идет квартал Гаевой. Кстати, интересно, у нас много кварталов. А вот в Каменске я что-то не видел кварталов. Может, конечно, есть, я ошибаюсь. Но вот как-то так. Нету таких административных единиц. А не, хотя может и есть квартал этот, южный квартал. Победоносный, или как он там называется. Солнышко прижаривает прямо хорошо так. Так, желтый. Погнали. Проезжаем шайбу. Так, ну что, следующий герой в Сталинграда у нас. Так, забрались мы таки на горочку. И вот начинают виднеться, друзья, квартала. А здесь, кстати, я смотрю, асфальт когда-то таки переложили. Асфальт здесь неплохой, разметка даже. Ленинского комсомола, а здесь балка у нас. Так, поедем, наверное, через дворики проедем. Ой, дорога здесь, друзья, не ремонтировалась очень-очень давно. Дорога печальная.
машин тоже во дворах много. Бабушки на лавочках сидят. Котейки вон гуляют. А вот в этом дворике у меня родня раньше жила. 8А, по-моему, дом. Даже детишки играют. Сейчас у них тут площадка детская небольшая. Так что родне надо возвращаться домой. Они сейчас где-то за границей. Здесь все хорошо. Школа вон тоже. 41-я, по-моему. Так, будем на дорогу возвращаться. Ну, детишек, я смотрю, много. Здесь тоже дорога, видите, латаная, перелатанная, пора ремонтировать. А здесь что-то светофоры поубирали, что ли? Или здесь не было? Ну, зато в центре теперь каждые 200 метров. Чтобы не стоять долго. Молодежь на каких-то маленьких мотоциклах катается. Гляньте, какой здесь тоже хороший асфальт положили. Но это тоже уже россияне делали, потому что смотрю, что фонари стоят светодиодные и разметка есть. Наши коммунальщики так не делают. Друзья, очередная горочка преодолена и опять крутой спуск. Вода бежит.
Ну, друзья, вот здесь горка крутая. Максимум разогнался 55 км в час. Быстрее не едет. Мне есть люди рассказывают, что они вот по прямой ногами разгоняли 50. Но мне кажется, что они, мягко говоря, 3/14 взят. Так, ну а мы приехали. Пошли квартальчики. О, шашлычком запахло. Да, какую-то часть жизни я здесь провел, работая на Лемзе. И здесь мы бывало после работы отдыхали. Ну, понятно, молодые были, пиво пили там и так далее. Хотя я как-то в отпуск приезжал, я не помню. В 19-м или в 18-м году тоже с друзьями здесь встречались. Правда, сейчас они в Питере работают. Так, Южноград проезжаем. Ну, здесь тоже дорогу сделали. Парковочку сделали. Да, хороший асфальт, конечно, друзья, это приятно. Что-то здесь стрелки, кирпичи. Так, раньше Абсолют был. Что сейчас интересно? Так, оптика, кофейня. Так, что я здесь проскочу? Пока вывеска Абсолют. О, новые автобусики. Какой шикарный асфальт. Ну, правда, смотрю, еще пока в один слой, видимо, положенный, укатают его. Будут второй тогда делать и разметку. Пока разметки нету. Фонари тоже светодиодные. Ну, в общем, круть, друзья, круть, завидуйте. Шаурмой пахнет. Ну, я на диете. Дома ждет меня винегрет и курочка. Да, давно я здесь не был. Так, ну нам надо на Луганское море. Сейчас будем вспоминать дорогу. Надо было, конечно, левее уйти там. Ну, мы здесь прокатимся сейчас мимо ледового этого, как он там называется, ходка. Короче, друзья, жизнь потихоньку налаживается. Лишь бы сюда не прилетало ничего. Тут. Ну, людей на улице много. Так. Совсем не помню дороги здесь. Помню, что здесь что-то было веселое. Тенечек и сразу прохлада. Цветочки. Молодежи много отдыхает. Так, что-то я... Куда-то заехал. В дебри. О, сейчас вот здесь вот вниз спустимся. О, типа
парковой зоны у них здесь. Может, вот плитка какая-то старая. Да, он ледовый дворец. Сейчас притормозим. А, арена, не дворец. Вот он. Вот она, рыба моей мечты. Так, ну что, поехали вниз. Впереди школа. Ой, здесь много этих школ. Одна вот на Южном была закрыта. Интересно, открыли ее или нет. Тоже что-то тут роют, ремонтируют. Ну, это, наверное, котельная местная. Интересно, здесь дорогу сделали или нет? Или нет, наверное. Здесь дорога просто печаль, беда была. Так, ну там съезд где-то, я не знаю, или раньше, или позже его. Нет, она чуть дальше. Но мы здесь переедем. Рано я, по-моему, съехал. Я надеюсь, что я здесь проеду. Ну, Балкар только придется смотреть. Где-то здесь должна начаться сейчас дорога. Вот он. Я повернул рано. Так, друзья, поменял я аккумулятор. То уже сдох в камере аккумулятор. Ну, сейчас посмотрим, вот дальше, что тут, дорогу сделали или нет. Или такой же здесь писец. Вот здесь бы надо бы дорогу сделать. Однозначно надо. Потому что здесь она убитая, писец. Видимо, не видят. Ну, где-то шашлычок жарят. А здесь вот, кстати, маршрутки, друзья, ходят по такой вот дороге. Вся семья на велосипедах. Ну, конечно, по такой дороге сильно не накатаешься. Хотя она местами еще более-менее нормальная. А местами вот такой писец. Солнышко садится, становится более-менее прохладно. Ну, видите, вот такая вот дорога здесь в Роскошном.
Ну, кое-где еще остались куски нормального асфальта. Но это, друзья, центральная улица. А если съехать в бок, там вообще печально будет. Ой, лишь бы тут сейчас грязи не было. Я как вспомню, я тут ездил тогда. О, какая тут грязь была. Ну, блин, я то видео что-то я не смонтировал, не записал. Я тогда в апреле, тепло было перед СВО, я ездил сюда. Еще лед последний был, рыбаки были. Потом началась операция. Заболели все коронавирусом. И, короче, оно так пролежало, а потом я его удалил. Так, вот я не помню, какая из улиц. Вот какая-то здесь должна вести к мостику и переезду на ту сторону. Да, надо, наверное, карту открыть. Тут что-то, ну сейчас доедем здесь до конца этой улицы. Кисуля лежит, отдыхает. Наверное, где-то правее. Сейчас посмотрим, куда выйдем. Хотя мы наоборот выше, наверное, выехали. Кладбище здесь старое, а за ним как раз Луганское море. Да, мостик вот там вот был раньше, я дальше уехал. А там кладбище, наверное, уже не хоронит, оно старенькое. Вот первые люди, пикник. О, грязь, не хочется. О, народ. Пошел движуха, купаются. Ну, может, в этом году хоть вода не такая грязная. Мусора сколько накидали, и хотя бы уже спалили его. Так, друзья, смотрите, какая красота, много воды. Знаете, какой поток прямо идет. Да, сейчас для этого, конечно, озеро искусственного Луганского моря или водохранилища хорошие времена в плане воды, дождей. Знаете, прям какой сброс идет. Плотный, да, воды много. Ну, может, и шахты заработали, сброс пошел в шахт, не знаю. Сейчас поедем, друзья, все вокруг прокатимся. Ну, конечно, для местных жителей этот водоем — это спасение, потому что сюда можно приехать, прийти. Прийти, конечно, далековато, но на велосипеде можно. Прийти сюда покупаться, отдохнуть. Раньше еще сток воды был минимальный, из-за того, что воды много, в смысле мало было. И вода из-за этого была такая, ну, тяжелая, грязная. Потому что, ну, проточности не было. Сейчас поток воды большой, поэтому должно быть повеселее.
Я здесь вспоминаю, я в апреле был, еще лед был, я там через поля по грязи пробирался сильно, и потом здесь внизу велосипед мыл, еще зеркало боковое разбил, и уже поменял его только в России. Да, ну вот так вот, друзья. Сейчас поедем вокруг, проедем туда, посмотрим, что там, ресторанчики работают эти, там же был кемпер. Ну что, друзья, и рыбачки есть, и просто люди есть отдыхать. Там вот вдалеке все-таки что-то работает. Раньше вот там был городской пляж, потом его что-то закрыли. Он, видать, как частный стал. Туда не пускают. Ну, в принципе, что-то ловится. Ну, мелочь в основном. Ну, комаров, кстати, нету, самое что интересное. Ну, такой, с ладошку. Гляньте, вон уточки плавают. Причем интересные какие-то, гляньте, с белыми носиками, головками. Ну, вода, говорит, падает. Ну, правильно падает, потому что дождей нету. Вон еще, гляньте, двое плывут. Небольшие еще пищат. Вон рыбачка идет. Здесь всегда тоже машины стоят, молодежь собирается. А раньше вот тут вот был дальше проход туда, на пляж. Но сейчас, видите, все закрыто. Ну, сейчас, друзья, я надеюсь, новые власти поразбираются с вот этим, насколько вот это законно вообще перегораживать доступ к водоемам. Ну, так что вот как-то так, друзья. Утки плавают, ну, рыбка какая-то меленькая ловится. Вода вроде более-менее чистая, хорошая, все купаются. Так, друзья мои, ну я уже купаться не буду, не хочу я лезть, пачкаться. Вот, завтра поеду, может, где-нибудь, так, если получится, там в Ёвсоких скупаться, там вода почище, тогда искупаемся с вами. В Донце купаться нет возможности туда, потому что нигде не подойдешь, заминировано все. А, ну может мы в Счастье на этом, на чистеньком, или на водохранилище попробуем, искупаемся, подъедем, посмотрим, друзья. В общем, такое видео получилось, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, друзья. Как всегда, всем крепкого-крепкого здоровья, друзья. Ну и до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.